Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я бы хотела поделиться с вами о чуде, которое произошло в моей жизни, о котором я даже не просила. Это был 2013 год, когда я заканчивала институт и должна была получить диплом. Диплом режиссера телевидения. В то время я уже была знакома с учением, я понимала, что телевидение, СМИ – это опасная вещь, что это кармически наказуемая деятельность часто. И вот наступил день, когда мне нужно было и получать диплом. Я шла по улице, размышляла о том, что мне делать с моим дипломом, и мысленно вела диалог, обращаясь к Богу, что зачем же мне этот диплом, что мне теперь делать с этими знаниями. И дошла, забрала диплом, шла когда обратно, увидела, что в начале этой улицы открылось что-то новое. Этим что-то новое оказалась галерея Ризница чудотворных икон. Не просто икон, это иконы, копии икон с горы, из монастырей Афона. Я зашла туда и была поражена, восхищена, воодушевлена, потому что на стенах висели огромные иконы, с которых на меня смотрела Мать Мария. Это были очень красивые иконы, красиво оформленные. Они были в таком серебре, в самоцветах. И каждая из икон, это была чудотворная икона, как я потом узнала, что с каждой из них была связана какая-то необычная история. Но в тот момент, когда я зашла туда и увидела эти иконы, я просто села там на лавочке и вот рассматривала эти иконы и плакала. Плакала очень долго, просто чувство какого-то внутреннего ликования, радости, воодушевления, благодати какой-то окутала меня. Но я, видимо, настолько со стороны жалобно плакала, как показалось, что ко мне подошел охранник этой ризницы, стал меня утешать. Он говорил: не переживайте, девушка, все будет хорошо. На что я ответила ему, чтобы он не беспокоился, что я плачу не от горя, а от радости. Я очень долгое время пробыла там, но в тот момент я не осознавала, что происходило. Я находилась в галерее Ризницы чудотворных икон из горы Афон. И у меня в сумке в этот момент лежал мой диплом режиссера телевидения. И потом уже, когда прошло время, я осознала, что это был ответ на мои чаяния, на мои размышления, на мои вопросы. Ответ благословения. Я его рассматриваю как благословение от Матери Марии. Она мне таким образом дала знак, поддержала меня, что мои знания, мои навыки, приобретенные мною там, были не просто так. И я смогу их применить в нужное русло. И потом, через, может быть, полгода, до года прошло, и я начала сделала свое первое видео для канала Татьяны Николаевны. И после этого старалась применять свои знания, возможности в этом направлении, используя божественную возможность работы с познаниями. Я очень благодарна Богу, Матушке Марии за ее любящее, заботливое сердце, за ее поддержку меня в тот момент, за этот знак свыше,